Вас приветствует команда Dota 2 ВО. И я, Козел01, сегодня буду анализировать скилл Windrunner Power Shot. Основную информацию о способности вы можете видеть на экранах. Рейндж каста данного скилла составляет 800 единиц. Эта область сейчас изображена как окружность вокруг героя. Это все то, что вы уже знаете, если играли Windrunner. Теперь перейдем к технической части. Для того, чтобы понять, как правильно привязывать, нам надо рассмотреть привязку в деталях. Давайте для начала разделим Shackle на три части. Запуск, столкновение и связка. Условно назовем их так. Навык Shackle при запуске всегда достигает свою цель, независимо от траектории движения. После столкновения проверяется наличие деревьев или врагов позади цели в определенной области. Пусть это будет область привязки. Если что-то из этого есть в этом пространстве, то осуществляется эта самая привязка. Логично будет прочертить так называемую ось, которая определяет две точки. Привет, геометрия. Эти точки Windrunner, запускающая Shackle, и ваша цель. Тогда и происходит столкновение, но, к сожалению, такой способ определения оси и привязки действует лишь на неподвижные цели. И если предположить, что Clockwork на картинке двигается вверх, то Shackle полетит не точно к нему, а в его сторону и под действием инерции вперед. Поэтому получается такая кривая. Чтобы было понятно, во многих играх по такому принципу действуют самонаводящиеся ракеты. В таком случае можно прийти к выводу, что ось определяется местоположением Shackle незадолго до столкновения и точкой, обозначающей цель. Так что учитывайте, ось привязки будет слегка отклонена в ту сторону, куда движется противник. Зачем нам нужна геометрия и какая-то там ось? На самом деле это самое важное в этом навыке, и я вам это докажу. Давайте рассмотрим область и угол привязки. Он равняется примерно 20-25 градусов с одной стороны оси и с другой. Так как наш угол внутри окружности, потому у нас и получается вот такая интересная область. Данная фигура полностью симметрична, но выглядит она слегка искаженно, так как мы наблюдаем за игрой в перспективе. Теперь самое основное, к чему же привяжется цель, а привяжется она к тому, что имеет меньший угол отклонения от оси. Расстояние же роли не играет. На этом рисунке мы изобразили область привязки и ее ось. Окружности изображают врагов или деревья, а точнее их хитбоксы, а точка — это их центр. Визуально может показаться, что третья окружность приоритетна для связки, но это не так. Наименьший угол между прямой и осью имеет первая окружность, поэтому можно вывести правило, что если вы хотите связать двух противников, вам нужно, чтобы угол между осью и противником был наименьшим. Чем ближе стоит противник, тем меньше вероятность связки, так как дальше область намного обширнее. Выбор цели привязки не зависит от расстояния. И если враг имеет блинк либо схожую способность, то при перемещении Shackle немедленно меняет направление полета и соответственно меняет направление привязки. Также вы сможете синициировать движение противника при помощи форстафа. При перемещении или телепортации невозможно избежать столкновения, пока Shackle летит. Связка также действует на невидимых противников. Не исключение герой с линкенсферой, если он не цель, конечно. Избежать данную способность довольно легко с помощью предметов и скиллов, делающих вас невосприимчивым к воздействию. Манта и ул, волна морфа, ульта шторма и так далее. Что ж, вот собственно и все. Выбирайте следующую способность героя на разбор. Если вам надоели раки, то спасайте их душонки и покажите, как правильно надо связывать. Также ставьте лайки, это нам сильно помогает уменьшить количество днищ в доте. Всем приятной игры и удачи на поле боя.